Всем привет! Вы на канале Удивительная планета, и сегодня мы поговорим с вами о Плитвицких озерах. Плитвицкие озера – самый большой и самый старый национальный парк в Хорватии. Это волшебное творение природы входит в десятку самых красивых каскадных озер в мире. Сами хорваты называют Плитвицкие озера восьмым чудом света. В 1979 году парк, ставший популярной туристической достопримечательностью, которую по праву считают жемчужиной страны, был занесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Уникальный во всех отношениях природный объект расположен в регионе Северная Далмация, в котловане гор, покрытых девственными буковыми и еловыми лесами. Будучи по-настоящему райским местом, национальный парк Плитвицкие озера привлекает около 1 миллиона туристов ежегодно. Здесь бывала австрийская императорская семья, Франц I и его супруга Августина Каролина, и эти завораживающие красоты действительно располагают к поистине царскому отдыху. Общая площадь территории парка Плитвицкие озера около 30 гектаров. 16 чистейших озер с прозрачной водой всех оттенков бирюзового и изумрудного цветов расположены каскадом. Они соединены между собой живописными водопадами, не спадающими по покрытым мхом склонам. Пещеры, пороги, ручейки, реликтовые деревья. Красота здешних мест превосходит все ожидания. В заповеднике проживает самая большая популяция бурых медведей в Европе. Здесь водятся удивительной красоты бабочки и произрастают орхидеи. 77 видов растений встречаются только в парке Плитвицкие озера. Неповторимая красота этих мест обусловлена уникальными геологическими особенностями. Этот уголок природы строго охраняется государством в своем первозданном виде, давая представление всем нам, какой могла бы остаться вся флора и фауна Земли, не будь разрушающего воздействия человеческой цивилизации на биосферу. Находящиеся здесь лесные массивы дошли до нас с тех времен, когда растительный покров на нашей планете только-только образовался. Заповедник Плитвицкие озера располагается в центре страны. Ближайший к достопримечательности город – Слунь. 3/4 территории парка – горная местность, а именно северо-западная часть Динарского Нагорья, протянувшегося на 650 километров по всей территории бывшей Югославии, вплоть до Албании и Юлийских Альп в Италии. Горные массивы состоят из известняковых пород, через которые очень легко проходит талая дождевая вода. В основании гор менее проницаемая подложка из доломитов. Вода, обогащенная кальцием известняковых отложений, находит выход в виде чистейших ручейков, бурных потоков и водопадов. В воде на мхах, лишайниках, камнях живут сообщества бактерий, микроорганизмов, водорослей. В процессе жизнедеятельности они выделяют вещество, которое взаимодействует с карбонатом кальция. Это способствует образованию травертина, из которого и состоят естественные плотины. Указанные особенности и придают неповторимый цвет водоемам. Деревья и ветки, которые падают в воду, покрываются кальцифилами, меловыми растениями. Отмирая, они затвердевают и таким образом тоже участвуют в образовании так называемых природных преград, твердых отложений. Процесс этот никогда не прекращается. Если в одном месте появляется новая естественная плотина, то в другом известняковые пороги размываются водой. В результате размытия этих дамб образуются новые водопады. Все описанные процессы возможны только при наличии определенных физико-химических и биологических факторов. Поэтому в национальном парке Плитвицкие озера уделяется особое внимание охране природы. Транспорт работает только на электрической тяге. Правила поведения здесь строго ограничивают вмешательство человека. Запрещено разведение костров, ловля рыбы, купание в водоемах, выгул собак. Заповедник находится на границе Приморской и континентальной климатических зон. Сказывается влияние Адриатического моря и обилие водных массивов. Эти факторы обеспечивают умеренно теплый и влажный климат. Зима здесь снежная, озера в январе и феврале замерзают. Лето теплое, однако температура воздуха может сильно отличаться до 15 градусов от температуры на побережье, поэтому обязательно нужно брать с собой теплые вещи. Температура воды в водоемах поднимается до 24 градусов. Большая часть территории – горная местность. Наивысшая точка парка Плитвицкие озера на уровне 1280 метров, самая нижняя на отметке 400 метров над уровнем моря.
Каскад озер находится в окружении зелени лесов. В зависимости от места расположения водоемы делятся на верхние и нижние озера. В них впадают воды 5 рек – Караны, Церны, Биелы, Плитвицы, Риечицы. Самыми крупными водоемами являются Прощанская, Козяк и Головац. Они содержат около 75% от всего объема озер. Туристов поражает прозрачность воды и разнообразие ее оттенков. Если смотреть на какое-нибудь упавшее дерево, то оно словно парит между дном и поверхностью. Зрелище неописуемое. Ученые доказали, что одно из двух самых больших озер Козяк, протяженность которого составляет свыше 3 километров, 400 лет тому назад представляло собой 2 отдельных водоема, но затем плотина была затоплена. На этом озере есть остров Стефани, длина которого 275 и ширина 60 метров. В 2008 году в водоеме было разрешено купаться, но имевшие место несчастные случаи вновь вынудили власти ввести на это запрет. Второй крупный водоем на территории – Прощанское озеро, растянувшееся на 2,5 километра. Примечательно, что многие озера названы именами утонувших людей. Общее количество водопадов, проток и потоков около 140. Самым известным является большой водопад Составцы. Вода в нем из 2 рек – Плитвица и Карана. Падает она с высоты 72 метров. Деревянные пешеходные настилы проложены вдоль края скалы, в непосредственной близости к нему. Любоваться этим прекрасным зрелищем можно со смотровой площадки на берегу. В заповеднике Плитвицкие озера около 20 пещер. Самыми посещаемыми и красивыми признаны те, которые находятся под водопадами. Популярными пещерами среди туристов также являются Шупляра, Голубчана и Церна. Свободно, не мусоря, можно ходить и по деревянным мостикам, вдыхая насыщенный кислородом воздух и любуясь красотой первозданной природы. Одной из особенностей Плитвицких озер можно назвать шумовые эффекты, создаваемые водой. Она не только привычно журчит, плещется и капает, но и обрушивается с водопадов, буквально громыхает. Причем падает с такой силой и в таком количестве, что в воздухе образуется туман. Но не тот, к которому мы привыкли по утрам, а состоящий из мельчайших капелек. Красиво здесь и зимой. Заповедное место превращается в настоящее царство снежной королевы. Удивительно, что в наше время активного загрязнения окружающей среды еще есть такие уголки девственной природы, как Плитвицкие озера. Секрет в усиленных мерах, предпринимаемых правительством Республики Хорватия по его охране от наступления цивилизации, строгих правилах поведения в заповеднике. Часть территории Плитвицких озер недоступна для туристов. К тому же национальный парк расположен в отдалении от курортных и крупных городов. Основной принцип, который исповедуют его сотрудники – невмешательство. Природа восстанавливается самостоятельно при минимальных усилиях со стороны человека. Так поддерживается экологическое равновесие. В заповеднике Плитвицкие озера сложились самые благоприятные условия для комфортного существования богатейшей флоры и фауны. На территории парка находятся чудесные буковые и хвойные леса. Здесь также растут граб, явор, клен, ель. Самый известный нетронутый лес – Чоркова Увала. Тут встречаются вековые деревья высотой в 50 метров и до 1,5 метра в обхвате. На территории заповедника насчитывается около 1260 видов растений из 112 семейств. 22 вида охраняются законодательством страны о защите природы. Самая красивая орхидея в Европе, Венерин башмачок или басмачок настоящий, произрастает в этом парке. Всего в заповеднике насчитывается более 50 видов орхидей. Редкие виды лютиков растут на лугах и склонах. Встречаются и хищные растения – росянка круглолистая и пузырчатка. В лесах большое разнообразие грибов. Пожалуй, самое пристальное внимание уделяется охране водорослей, лишайников, простейших микроорганизмов, которые участвуют в процессе кальцификации, образования твердых отложений. В заповеднике насчитывается около 12 видов амфибий. В озерах и реках парка Плитвицкие озера живут 2 вида крабов – речные раки. Водные массивы буквально кишат рыбой. К туристам, словно к старым знакомым, без страха подплывает форель, плотва и голавль. Они будто соревнуются сутками, кто первым схватит хлебные кусочки, которыми их угощают посетители. В лесах встречаются около полусотни видов млекопитающих – землеройка, полевка, еж, куница.
В озерах и на берегу можно увидеть выдру. Из крупных животных в парке водятся олени, волки, косули, кабаны и рыси. И, конечно же, самый знаменитый обитатель заповедника Плитвицкие озера – его символ бурый медведь. Ученые насчитывают около 321 вида чешуйчатокрылых. При этом подчеркивают, что половина еще не изучена, то есть их в парке намного больше. Орнитологи выделили порядка 125 видов птиц, более 70 из них постоянно гнездятся на территории заповедника. Представители научного мира регулярно проводят семинары и встречи для исследования поведения местных сов. Также проходят исследовательские мероприятия по изучению летучих мышей, проживающих в национальном парке. 21 вид этих животных обитает в самых разных местах – под корой деревьев, в пещерах, в дуплах. В парке Плитвицкие озера даже проводятся мероприятия в рамках ежегодно проводимой так называемой Европейской ночи рукокрылых. Ее целью является привлечение внимания населения Старого континента к вымирающим популяциям этого единственного отряда плацентарных млекопитающих, представители которого способны к активному полету. Плитвицкие озера, по данным ученых, появились около 4000 лет тому назад. Эти земли в 17 веке назывались садами дьявола. Местные жители неохотно ходили в лес, считали его заколдованным. Начало научным исследованиям было положено в 1850 году. Майор Франц Бах провел первое лимнологическое измерение глубины. В это время была также проведена первая геологоразведка. В 1893 году по инициативе преподавателя университета Густава Яничека было создано Общество озеленения и благоустройства озер. Огромная заслуга в том, что заповедник был признан национальным достоянием страны, тогда еще единой Югославии, в состав которой входила Хорватия, принадлежит Иво Пиволеку. Он привлек внимание государства к необходимости защитить природу заповедника от вмешательства человека. 8 апреля 1949 года правительство ФНРЮ приняло закон об охране Плитвицких озер. Заповедник был провозглашен национальным парком. Каждый год 8 апреля празднуется День национального парка Плитвицкие озера. До 1958 года эта территория была недоступна для посетителей. В парке проводились научные исследования в различных областях – ихтиологии, почвоведении, орнитологии, ботанике, географии, климатологии. Был опубликован масштабный проект по результатам их работы. Директор парка Йосип Мовчан инициировал в 1958 году строительство пешеходных троп. В 1961 году была создана биологическая станция Плитвицкие озера, а в 1975 году организована научная станция Иво Пиволек. Руководитель станции Александр Костич начал собирать документы для регистрации заповедника в реестре всемирного наследия ЮНЕСКО. И с 1979 года, как уже было сказано, его включили в этот список. В 1983 году началась программа по привлечению в заповедник Плитвицкие озера туристов. Были закуплены плавсредства, прокладывались деревянные настилы, удобные пешеходные тропы. Проводилась широкая рекламная кампания. Озера специально не чистят, чтобы не нарушать природного равновесия. С этим уникальным местом также связано несколько легенд. Первая повествует о страшной засухе и черной королеве. Дождей не было долго, их отсутствие несло за собой голод, страдания и смерть. Матушка-Земля, не выдержав более такого испытания, взмолилась о пощаде. И небеса сжалились над изголодавшейся по влаге почвой и истрадавшимися людьми. Так появилась Черная Королева, сопровождаемая свитов из грома, молнии, ветра и дождя. После обильных ливней и появились озера в виде чаш с запасом воды, что называется на черный день. Палитра ее цвета такова, что невольно начинает казаться, будто в ней в невероятном количестве растворили бирюзу, не забыв добавить цирулиум, ультрамарин и немного изумрудных тонов. Но, конечно, никаких искусственных красителей здесь нет и быть не может, все создано ее величеством природой. Вторая легенда рассказывает о том, что этот райский уголок будет существовать до тех пор, пока в лесах остается хотя бы один медведь. Бурые мишки находятся здесь в почете и под особой охраной, почти как священные животные. Ученые постоянно следят за их популяцией, поэтому в те места в заповеднике, где они проживают, вход туристам запрещен.
Для туристов по национальному парку Плитвицкие озера предлагается 8 маршрутов разной протяженности. Самый короткий из них рассчитан на 2-часовую прогулку, а самый длинный маршрут может занять около 8 часов. Большинство маршрутов заканчиваются в исходной точке, то есть являются круговыми. Отходить от маршрута строго запрещается. Заблудиться в Плитвицких озерах невозможно. Туристы путешествуют по специально оборудованным деревянным мостикам, настилам. План парка нарисован на билетах, схемах, указателях, щитах. Для любителей горных восхождений проложена тропа на гору Медвежак, высота которой 886 метров. В парке предусмотрены и велосипедные дорожки, от которых строго запрещено отклоняться. Общая протяженность велосипедных троп около 20 километров. Очень популярными стали церемонии бракосочетаний и венчания под водопадами. Об этих услугах нужно договариваться с администрацией заповедника. В парке Плитвицкие озера 3 входных зоны, 2 основных, а 3 дополнительная, называется «Флора». Все они открыты с середины апреля до конца октября. В зимний период работает обычно только первая входная зона. Также в январе и феврале, как правило, замерзают озера, не работает прогулочный транспорт. Некоторые подъезды и объекты могут быть закрыты. Прогулка по парку в зимнее время имеет ряд преимуществ. Во-первых, намного меньше туристов, чем летом. Во-вторых, перед путешественниками предстают потрясающие сказочные виды замерзших водопадов и плотин, и можно получить совершенно новое впечатление от этого чудесного места. В-третьих, в это время года на горнолыжной базе можно взять на прокат лыжи, санки, сноуборды. Хоть длина местных склонов не превышает 400 метров, красота окружающего пейзажа не оставит никого равнодушным. Билетные кассы располагаются на входных зонах. Здесь же находятся магазинчики, где можно приобрести дождевики. Осадки в Плитвицких озерах не редкость. В кафе можно перекусить и выпить кофе. Обязательно следует ознакомиться с расписанием панорамного поезда и прогулочного кораблика, чтобы не пропустить последний рейс. У автопоезда 4 остановки, у прогулочного кораблика 3. Вы можете сесть и встать на любой остановке, но в стоимость билета включено определенное количество проездов для каждого маршрута. Например, 1 поездка на кораблике и 1 на автопоезде. Возле входных зон также есть щиты с правилами поведения в заповеднике. Входы в национальный парк Плитвицкие озера расположены недалеко от трассы Д1 из Загреба, Карловцев, Задар, Сплит, Дубровник. Заповедник находится примерно в 5 часах езды на автобусе от Дубровника. Дорога от Загреба займет около 2,5 часов. Автобусы ходят с 7 до 14 часов с интервалом в полчаса. Если вы едете на машине, приготовьтесь к платным автобанам. Стоимость проезда приблизительно 15 евро. Многочисленные указатели вдоль дороги помогут сориентироваться. У каждого входа в заповедник есть платный паркинг. Мотоциклы можно оставить бесплатно. На территории парка Плитвицкие озера расположены 4 современных комфортабельных отеля, один из которых был открыт в 1980 году, хотя самая первая гостиница в здешних окрестностях появилась еще в 1890 году. Они предлагают гостям разнообразные услуги: финскую сауну, турецкую парную, боулинг, теннисные корты, паркинг. С апреля по октябрь работают 2 кемпинга, где можно разместиться по более демократичным ценам.